Друзья, всем привет! Сегодня у нас выпуск немножко для автолюбителей. Сейчас 6 часов утра, начало 7-го. Я еду на мойку. Сегодня у нас воскресенье. И в этом выпуске я вам расскажу более подробно про жидкое стекло, которым я пользуюсь. Потому что у меня в чате и в ютубе очень часто спрашивают, какое именно жидкое стекло и как именно ты им пользуешься. В общем, в этом выпуске все мы с вами обсудим. Также я вам расскажу сейчас, что я машину не мыл 3 недели. Сейчас посмотрите, насколько вот она грязная, вот при том, что были дожди. Обычно я машину мою где-то раз в 2 недели, ну, как бы такого плана нету, но, ну, так получается. Просто на прошлой неделе были дожди, у нас что-то вот так именно по выходным дожди выпадают, как ни странно. И поэтому на прошлой неделе я не мыл. Вот сейчас буду мыть и также наносить жидкое стекло. Жидкое стекло называется Spashan. Это не реклама, я даже вот бутылки у меня нету, у меня просто разлито там. В общем, просто я им пользуюсь, и это именно мой ответ вам будет, потому что очень часто реально спрашивают, и здесь я вставлю картинку этого Spashan. Также сейчас подъедет Сайто-сан, кто не знает, это мой сосед, друг, мы с ним общаемся, он тоже любитель Spashan, он сейчас уже, я его видел с утра, мы вот так вот с ним с утра встаем и на мойку едем. Я всегда рано еду на мойку, в воскресенье, прям постоянно. Ну, то есть нету такого, чтобы я к обеду подъехал. Я постоянно еду с раннего утра. Мойка открывается с 6. Почему я мою руками? У нас, конечно же, есть автомойки, есть и там, где тебе моют машину. Но я люблю сам мыть машину. У меня такое, как удовольствие получаю. Вот мы подъезжаем на моечку. А здесь, прикиньте, пусто. Всего лишь один кто-то. Потому что обычно в воскресенье в 6 утра приезжаешь, и здесь очередь, ребят. А здесь сейчас, на удивление, очень пусто. Вот кто-то один. А, кстати, я этого мужика знаю. Я с ним общался уже. Вот. Он тоже, кстати, постоянно с раннего утра он работает этим строителем. Сейчас я поставлю машину. Сейчас я вам скажу, сколько эта мойка вообще стоит. Все с вами рассмотрим, посмотрим. И начнем мыть. Так, изначально я сейчас налью себе мыло в свое ведерко. Здесь у меня этот Spashan. Сейчас я вам все покажу. Сейчас Сайто-сан подъедет, мы с ним будем тут разбираться. Потому что у меня, вот, смотрите, Spashan здесь в одной бутылочке. Он полежал несколько месяцев и превратился просто в силикон, ребят. И я его уже трусил, не трусил, в общем. А он силикон. Не знаю, что с ним делать. Наверное, выкину. Попробую с водой еще размешать. Но, скорее всего, уже края ему. В общем. Здесь уже разбодяженная с водой Spashan. Это я, кстати, Сайто-сану сегодня дам. Его еще надо еще раз разбодяжить с водой 50/50. А вообще это самое, смотрите, сам этот Spashan жидкость мы наливаем на донышко бутылки, остальное все заливаешь водой, мешаешь, очень хорошо мешаешь и в спрей, и потом, как получается, моешь машину полностью вытираешь ее. И потом насухо уже спреем пшикаешь и растираешь это все. На черной машине могут оставаться разводы, поэтому приходится более чаще, более лучше вытирать. Охайо гозамас. Так, вот таким мылом я пользуюсь. Кстати, здесь в этом автомате есть тоже мыло, но я им не пользуюсь. Оно как бы не очень. С мылом, если мыть, значит, получается 500 йен. Если просто вода, 400 йен получается. Просто вода, она там, по-моему, я не помню сколько. Сейчас посмотрим, сколько минут. Просто льется вода.
На паузу один раз можно поставить на 2 минуты максимум. На паузу. И все. Значит, здесь мыло фиговое. И также, ребят, если покупаешь карточку покупаешь на 1000 йен, а на самой карточке 1400 йен. Поэтому с карточкой немножко дешевле. Получается скидка. Вот. Значит, это мыло, с ним нельзя переборщить. Оно такое очень хорошее мыло. И с ним нельзя переборщить. Его там прям на 4 крышечки на такое ведерко. 2, 3. О, ровно 4 крышечки, представляете? Спанч берем. Бутылочку. Там мусорка есть. Все. Идемте, теперь воды нальем. Здесь можно кофе. Чай, кофе, капучино. Здесь коврики. Коврики можно мыть. Получается, там идут щетки. Вот, если видно, может не видно. Там идут щетки, которые моют. И сюда засовываешь коврик, он там вылазит. А здесь вот эти вот на 1000 йен можно карточки покупать. О, Мерс приехал, ну он на автомойку, вижу. Так, наливаем водицы напиться. И начинаем нашу процедуру утреннюю. Так скажем, зарядочка для меня. Где там Сайто-сан катается, не знаю. Сейчас заодно посмотрим машину его, сделаем обзорчик небольшой заодно. Почему бы и нет. Здесь вот такое вот это. Ящик с-под пива. Или с-под чего. Для того, чтобы крышу мыть. Ну вот, смотрите. Засовываю я эту карточку. А у меня здесь 600 йен всего. Надо еще одну карточку покупать. Понял. Такс. Пока что. Сейчас пойдем еще одну купим. Быстренько, у меня есть как раз 1000 йен. Кочи 1000 йен入れたら カードに1400円です。あ、ほんま、1回分はできることね。そうです。水洗いからね。そうです。Все, карточку купили. Вот, вода 5 минут, значит, льется. Понимаете, да? Все, поехали. Сначала я, получается, просто смываю все водой. Потом я губкой протираю, и потом я еще раз воду. То есть у меня выходит 800 йен. Но с карточкой, так как я сказал, на карточке получается 1400. То есть где-то 600 йен получается. Ну, так, да, грубо говоря, без калькулятора. Все, сначала смываю водой, потом мылю, потом опять смываю водой. Поехали. И теперь мылом. Все, полностью намылил. Теперь смываю водой. Сейчас карточку эту ищу. Где она там? Hello. Всем привет, это Сайто-сана. Hello.
Так, друзья, уже 7 утра, смотрите, здесь уже очередь образовалась. Сайто-сан моет машину. Сайто-сан ездит на Ноа. Сейчас у него все расспросим, как машина, какого года, за сколько брал. Брал он уже, по-моему, пару лет назад, что ли. Бэушную покупал. Сейчас все узнаем. Короче, идем вытирать машину мою, потому что как только помыл, надо сразу же ее вытирать, чтобы не оставались вот эти вот, знаете, ну, капли эти, которые присыхают. У меня тут тряпочка есть такая, очень хорошая. Сейчас, это там для дисков и все такое. А вот такая вот, смотрите, она прям впитывает прям сразу. Сейчас покажу. Ее сначала надо намочить, вот эту тряпку, выжать, и потом только начинаешь вытирать. Вот так, раз, видите? Все. Машина сухая. Ну, точнее, кусок капота. Раз. Так, опа. Здесь раз. Это я 2 раза по капоту провел. Видите, сколько воды? Надо именно вот так 1 раз. По крайней мере, так было показано в рекламе этой тряпочки. Стоила она, по-моему, 600 копеек. Ну, 600 йен. Где-то в этом вроде. Все, начинаю вытирать машину. Сейчас я быстренько повытираю. И приступим к процедурам. В салоне немножко не прибрано. Не обращайте внимания. Поменял я полностью весь свет в салоне на светодиодные LED лампочки. Она теперь светит так, как белым днем вообще. Пойдет, честно говоря. Очень светло светит. Так, продолжаем дальше вытирать. Я сейчас диски начал вытирать. Сайто-сан под капотом что-то тоже убирает, вытирает. Сейчас посмотрим, что у него тут. О, лестничка. Сайто-сан, наннен диско курма? 8年 Качинен. 8年 Так, сейчас 23-й год, 8 лет машине. Это какого она? 15-го года получается. Ицу каттан десу ка? これはでも2年 Не 2年 на- 落ちあるから6年前 Все, то есть 6 лет назад он купил двухлетнюю и кура деш така. 200万 Нихакуман 2 миллиона йен стоила. Сейчас в Японии, он говорит, машины немножко подешевели. Нака, ты мой деска. いいよ Сейчас посмотрим. Это Toyota Noah. Сайто-сан очень любит автомобили. У него всегда так чистенько. Здесь, естественно, 3 ряда сидений. Ну, кто не знает, я думаю, многие знают. Вообще прикольная машинка. Гибридная. Не лита деска, не? Engine. 1.8. Я извиняюсь, 1.8 двигатель. У него тут все, видите, коробочка такая для обуви. Потому что он так босиком, я так понимаю, за рулем. Всякие там радар-детектор, и компьютер у него здесь установлен. Что-то, как это мой あいいよ деска? モーター EV 今 Вот, здесь, значит, радар-детектор. Чего? レーダー、レーダーレーダーんであれカメラ Вон там камера. Это он все сам устанавливал. Также он устанавливал этот зеркало, значит, заднего вида. Ну, в плане, это ж монитор. Также у него здесь монитор есть, смотрите. 映ってる Тоже он все сам, блин, делал. Свет он тоже менял. Это я у него подсмотрел, тоже у себя поменял.
Потом вот это вот, оно показывает там обороты, там температуру, короче, двигателя. В общем, компьютер, он подключается к этой, ну, к компьютеру, то есть подключается и показывает, не знаю, видно, не видно. Показывает, короче, всякую всячину. Вот у него даже есть такой, видите, этот селектор коробки передач самурайский. Все, двигатель вырубаем. Вот так пойдет, короче, машинка. 2 миллиона йен он брал двухлетнюю. Мне нравится, как они двери у них открываются, закрываются. Оп, что-то нашел. Царапинку какой-то. Да, вот так вот, знаете, когда машину сам моешь, будьте здоровы, когда машину сам моешь, находишь всякие мелкие царапинки там. У меня начальник на прошлой работе, на тягачах, на прошлых точнее, он говорил, что тот, кто машину любит, он ее моет сам. Не знаю, правда это, неправда. Уверен, что кто-то со мной может и поспорить, не знаю. Но я мою машину тоже сам. Сейчас откроем капот, посмотрим. Тоже повытираем, помоем там. Точнее, повытираем, у меня там все чисто всегда. Вот. Ой, кстати, я бампер не повытирал. Сейчас все, займемся этим. Ну вот, наше подкапотное пространство. Я, короче, спросил у сайта Сана, почему номер 2 у него, да? Вот эти точки, это просто вместо цифр. То есть, я уже говорил об этом, можно заказать номер любой, который вы хотите. Я вот не заказывал. То есть, это 5000 йен стоит, это, грубо говоря, вообще ни о чем цена. Что означает, значит, почему 2, да, я у него спрашиваю. Он мне говорит 2, ну это вот так, типа, хай, типа, ни, он говорит, 2, Сайто-сан, ни, вот так. Это типа с этим, типа, peace. Так, здесь у нас водички налило. Везде в Японии на лючке с другой стороны, с внутренней стороны пишется, какой именно бензин вам заливать. Регуляр написано. И даже здесь дублируется. Регуляр. То есть обычный. В Японии всего 2 вида бензина есть. Регуляр и хайоку. Хайоку это с высокооктановым числом. И регуляр это обычный. Регуляр это примерно 92-95. Примерно. И хайоку это этот самый. Это где-то 98-й, наверное, выше даже. Примерно. Вот, видите, это на всех японских машинах вот так пишется. Давайте посмотрим у сайта Сана. Вот, то же самое, видите, написано регуляр. Это 92-95 примерно. Это абсолютно на всех японских машинах пишется такое. Очень удобно это для того, чтобы даже заправщики знают, то есть какой именно бенз вы заливаете. И самое последнее я протираю, это багажник. Ну, точнее, проемы багажника. Здесь у меня, да, воды постоянно наливает. Нормально. Все, ребят, теперь самое главное, почему мы здесь собрались, да? Вот это спашан. Он уже размешанный с водой. Сейчас объясню. Я налил примерно на донышко совсем. Ну, просто вот дно покрыл, можно сказать. Намазал дно вот этим спашаном. И остальное все воды залил. Вот так помешал очень хорошо. Это я не сейчас, я уже, ну, в прошлый раз примерно залил. Вот. И вот этой вот, то есть сюда на донышко налить спашан и полностью залить воды, вот этой вот бутылочки хватает раза на 3 примерно намазать машину. Вот. Из-за того, что черный цвет, нельзя с пашаном много, потому что получаются разводы. С пашаном, ребят, я пользуюсь где-то через раз. Вот один раз помыл машину обычно, один раз помылся с пашаном. Еще вообще в идеале с пашан, они вот как рекомендует сама фирма это, значит, сначала помыл машину, потом, ну то есть с мылом помыл, и вот пока машина мокрая, ты налил в ведро с пашан, чуть-чуть там,
ну, намного больше, чем если юзать его через спрей. Налил в ведро спашан, потом налил воды, помешал и еще раз губкой помыл вот этой вот уже жидкостью машину. И после этого опять смыл водой и повытирал. Вот так типа в идеале. Но если так мыть машину, оно намного проще, но намного больше уходит этого спашана. Мы вот с Сайтосаном мы пользуемся через спрей. Его очень надолго хватает, если именно через спрей. И тогда машина, и даже получается, что спашан-то дольше держит. Дольше держится, значит, на покрытие. Вот. Я тандыска. あ、こっちはやった。 Вот, Сайто-сан уже намазал. Вот если пальцем провести, значит, машина получается, ну, очень такая скользкая, знаете, вот как я не знаю, как натертое стекло, вот примерно, понимаете, да? Вот если я буду трогать там, где он еще не намазал, а он уже везде, по-моему, намазал, потому что я смотрю, оно везде, блин, скользкое. Вот здесь. Вот оно такое, знаете, как металл обычный, такой, ну, шершавый. И из-за этого вообще вот эффект такой, что когда пошел дождь, вот эта вся пыль, она вся прилипает. А когда натертое оно вот этим вот жидким стеклом, оно все стекает. Вот когда дождь идет, полностью вода вся стекает. Ну, некоторые капли, конечно же, остаются, но в плане того, что оно все стекает, и машина, если даже грязная, то тебе ее потом помыть, просто можно даже водой ополоснуть и повытирать, и она будет уже чистая. То есть вот в чем разница. И машина очень долго держится чистой. Все, ребят, берем вот так вот, хреначим, вот так. И совсем чуть-чуть, так как черная машина. Если машина, допустим, серебристая или какого-то другого цвета, то можно больше его использовать. Но черная именно, надо очень осторожно с ним быть, чтобы не переборщить. То есть вот так, совсем чуть-чуть, и начинаем размазывать его сразу же. Делать лучше всего маленькими кусками. То есть вот как я сейчас. Вот раз пол капота. Потом вторые пол капота. И вот машина, вот я сейчас тру, и я уже начинаю чувствовать, как тряпка скользить начинает по поверхности. Еще надо немножко подождать. Вот как только он начинает высыхать, а он не сразу он начинает высыхать, то есть минут 5 примерно проходит, и машина начинает немного менять цвет. Вот если черная, очень даже видно, как она начинает еще больше темнеть. Она прям вот такой яркий черный цвет становится. Кстати, друзья, этой хренью можно обрабатывать также фары и стекла. Стекла я не делаю, потому что оно потом, когда включаешь дворники, когда дождь, оно размазывает. Вот. А фары вот то, что надо, я вам скажу. Прям то, что доктор прописал. Где купить этот спашан, ищите в интернете. Правда, не во всех странах оно продается. Это чисто японская тема. По крайней мере, в Японии он точно есть. Вот. В других странах, ребята, извините, не знаю. Но есть, скорее всего, замена ему. Какая-то другая жидкость, которая будет похожа на него. Я уверен, что везде можно купить. Вот, друзья, теперь вот можно посмотреть на результат. Смотрите, она прям как зеркало. Вот. Hello. Сейчас я еще воском для резины натру. Чернение резины. О, Сайто-сан. Для лобового стекла, смотрите. Она такая с губочкой, сейчас откроем. Значит, вот такая вот штука. И мажешь лобовуху. Сайто-сан говорит, что он не использует эти самые дворники, так как он пользуется вот этой штукой.
Не знаю, допустим, я тоже как-то пробовал вот такой штукой. Все равно дворники включаешь, когда дождь идет. Ну, может, это я. Потому что, знаете, как она начинает действовать, когда ты на скорости начинает размазывать, да, капли, уходить. Но если ты, допустим, 40 км, там, 30 км в час едешь, оно начинает скапливаться, вода все равно. Оно каплями такими большими получается. Так, сейчас мы делаем резину, короче. Резину я делаю, ребят. Вот такую штуку я нашел для себя. Ну, по крайней мере, лучше я не видел. Сейчас покажу. Давайте еще раз покажу этот самый. Значит, сам этот Спашан. Машина очень такая скользкая, знаете, вот трогаешь прям, ну, скользко. Приятная на ощупь. Вот. И фары, и все это. Вот единственное, что я пластмассу не делал, ну, бампера. Оно немножко разводы получается, когда бампера делаешь. Вот, поэтому я не делаю. Короче, пойдет. Давайте с резиной будем играться. Ну, ребят, давайте будем смотреть. Значит, в этой коробке идет вот такой вот тюбик и вот такая вот губочка. Вот такая губка. Вот. Совсем чуть-чуть надо на губку, вот примерно вот такое вот количество. Это я использую где-то примерно на четверть колеса такую штуку. Ну, в смысле, вот такое количество, видите? Каплю такую. Ну вот, смотрите, разница. Вот было. И вот стало, да? То есть разница есть. Я вот эту половину сделал, эту нет. Думаю, камера хорошо передает картинку. Вот с этой стороны два колеса я сделал. Смотрите, как было. С этой стороны я не делал. Видите? И она, кстати, очень долго держит вот прям черный цвет, знаете. Я в прошлый раз делал, наверное, месяца полтора назад, наверное, намазывал. До сих пор вот он такой немного черноватое, но уже такое, знаете, как с серым оттенком. Здесь, смотрите, по крайней мере, прям вот такой вот черный цвет будет недели 2 точно. Очень хорошая фигня, видите, вот так она называется. Тоже я не рекламирую здесь ничего. То есть я просто говорю то, чем я пользуюсь, и все. Ну, конечно, не помешало бы, если бы мне вот они все платили денежку какую-то, хотя бы чуть-чуть. Но пока бесплатная работа. Может быть, я и ненормальный, но я отъехал для того, чтобы вот то, что стояло на полу, чтобы здесь тоже протереть с этой стороны. Видите, вот кусочек совсем не протерто видно. Кстати, для резины купил как-то вот такую фигню. Полная бутылка, блин. Давно еще купил, попробовал. Такая фигня, ребят. Через день уже колеса серого цвета. Хренотень полная. Так, вот эта еще штука, кстати, рекомендую. И у меня друг в Одессе нашел вот такую. Продается в Одессе. Есть, знаете, вот когда мелкие царапины на машине есть. Вот здесь, в принципе, видите? Вот здесь пример до и после. То есть такие мелкие царапины, когда уже немножко устает уже, да, лакокрасочное покрытие. Намазываешь вот это. Вот эта фигня именно для черной машины. Но есть для разных цветов. Намазываешь этой фигней машину, и машина у вас превращается прям в новенькую, знаете, вот как будто только покрашена черного цвета. И держится она очень долго, эта штука. Вообще идеальная тема. Серьезно. Это Soft 99. Продается, я думаю, везде продается. Это очень знаменитая вообще фирма Soft 99. Все, ребят, смотрите, я помыл, натер ее всю. Просто. Смотрите, какая красота. Машина прям вот сейчас она высохла, она прям такая ярко-ярко черного цвета. Прям, знаете, такой броский просто цвет. Реально. Класс.
Просто класс. Камушек нам. Да ты чё? Не нужен. Вот для чего ключ Toyota существует. Оп, раз сюда. Так, вот здесь моются ребята, желтая. Аригато гузаймас, кохи катта. いやコーヒーやな、ビールじゃないけど Нани, говорю. そうだ А, сода. うん Это не кофе, да? Ничего себе. Сода, значит. Наныру. Ага, ああ понял. 俺の身にしみ То есть газированная вода с каким-то вкусом. Сейчас попробуем. Аригато гузаймас. はい Сейчас попробуем. Спасибо большое. Так, смотрите, тоже видите, он все намазал. Багажник очень легко открывается. Значит, у него сзади камера есть, он установил, ну, это от зеркала. Корея Мира диска, да? あそう、Ага, от зеркала. То есть, а просто задняя камера, камера заднего вида, она вот там находится. Вот она, вот здесь находится. То есть это стандартно, а это он уже сам установил на зеркало. Значит, здесь третий ряд сидений. Потом, ну, здесь все, в общем, обычно. Вот это что? Это подголовник. А, подголовник, да. Смотрите, это на третий ряд сидений, скорее всего. А докатка у него есть. Вот она. А, найдиска, да? Арима? А, блин. Я уже думал, что нет. Вот она есть, значит, там, блин, прикольно это. バッテリー А, это батарейка у него これ идет. アアクムラーターサブバッテリーハイブリッドは2つある А это обычный аккумулятор. А хайбрид на батарее такой есть. こ Что? フロントシートの下 А, シュッと а от гибрида батарейка, она идет под передними сиденьями, значит. А это просто этот самый аккумулятор. Вот. Чисто линолеум. Все нормально. Вот. А батарейка, ага, вот там идет 空気 батарейка. 気圧、 Ай, うん батарейка вот здесь идет. Так, немпи нандеска. 燃費は18ぐらい Джухачи. Значит, немпи это означает расход топлива. Он говорит 18. Значит, сейчас объясню. В Японии вообще не говорят расход на 100 километров, там, да, вот как у нас, на 100 километров сколько литров. А у них говорят на 1 литр сколько километров машина проезжает. Вот у него на 1 литр 18 км проезжает. То есть, сейчас посчитаем. Нам надо разделить 100 делим на 18. И тогда получаем мы 5,5. То есть на 100 километров у него 5,5 литров уходит на 100 километров. Вот. То есть в Японии говорят, сколько на 1 литр, сколько машина км проезжает. И также борт-компьютер в машине, то есть указывает постоянно именно вот там столько-то км на литр всегда в машине. Те, кто ездит именно на японских машинах из Японии, знают эту, я уверен, знают эту систему, что именно сколько на 1 километр, сколько литров. У нас же говорят, да, сколько на 100 км, там, сколько у тебя, 12, там, да, 25, 30, вон у меня у кореша выше 25, он говорит, 25 это так обычно. Согласитесь, как в моих видео и без дегустации чего-либо. Попробуем. Я, честно, не пил никогда эту штуку. Но это, короче, фанта. Вот так, в 2 словах. Обычная фанта. ビールじゃないけどサラダで乾杯 Кампай, Сайто-сан говорит. Конча. MR2 の後やねん Так, ребята, это Toyota. Что-то и деска. Это Toyota. Смотрите, она маленькая такая, она мне получается даже, ну, чуть выше пояса получается, видите, с откидным верхом пойдет машинка. И это Toyota, ребят. Класс, красота. Нан нендес какой?
2002年とか А, 2002 года. Так, здесь 1.8 двигатель, короче, 140 лошадей 2002 года. И весит она 900, он говорит, с чем-то килограмм, то есть она очень легкая. Едет, говорит, неплохо. エンジン開けれる О, хай, понагайся. Сейчас она откроет нам капот, посмотрим. Значит, говорит, что едет неплохо. Вот посмотрим, что у нас. Ого. Ничего себе, так, вот движок тойотовский. むき出し 4 цилиндра, обычный рядник. 16 клапанов здесь. Качиман, это 80 тысяч. 80 тысяч пробег у нее. Представляете, 2002 года 80 тысяч пробег. В Японии это, я вам скажу, абсолютно нормально. Блин, ну неплохо. Вот Toyota, ребята, которые 28 лет. Это 95-го года Toyota. Прикиньте, посмотрите на это состояние. Toyota Крista. いや乗せ替え Тоже спрашивал. 270 тысяч. 270 тысяч пробег у нее. Значит, движок не трогали, коробка менялась. こんな車でよく Смотрите, какое состояние вообще идеальное. 今ちょっと撮らせてもらってあまりにも珍しいのが 95-й год, ребят. Он ее натирает, видите, видно, что мужчина следит за машиной. Видите, этим самым воском каким-то натирает. Сейчас он движок покажет. Смотрите состояние салона, я вам сразу скажу. Ну, пойдет вообще. ダメですかやっぱ変えんとああほんまや Да, интересно, интересно. ヤフーとか Конечно, это редкость в Японии, чтобы люди так следили за машиной. ラジエーターもやってないんですかこんなあ変えてますね綺麗ですね Ага, говорит, этот радиатор менялся, говорит. Не, ну согласитесь, 95-й год, ребят. Конечно, он тут что-то менял. Но двигатель, да, вот, не трогал. Вот смотрите, салон. あの Пойдет オイル上がり салон. もしてるおお減ってないと Еще диски даже родные. 20 лет. 20 лет он ездит на этой машине. Купил бэушную. Прикиньте, он ее даже не красил ни разу. Он говорит, были там какие-то места с царапинами, то есть вот крыло это и еще что-то. Ну, вот такое по мелочи. А так она даже не красилась вся. Все, ребят, вот и закончилась наша мойка. Всего доброго, всем пока, ребят. Пока-пока. Пока-пока Все, пока, ребят. Всем добра, пока.